Мария, благодарю за твои ролики и мотивацию быть лучше. Один из твоих стримов для меня получился как отправная точка конкретно заняться собой и силой воли. Ну вот прекрасно, Мария, что называется. Понимаешь, мы все огни, мы все вот горящие какие-то лучинки. Оно и иносказательно, то есть можно представить символически, можно представить жизнь как горящий костер. Каждый наполнен чем угодно. Кто-то как порох горит, прям полыхает, кто-то ядерным взрывом, у кого кто-то там гнилью всякой тлеет, понимаешь? Но все мы это вот эти костры. И вот чем сильнее костер-то прогорает, чем сильнее это пламя, чем чище это сгорание, оно и видно как пламя сразу, оно яркое, мощное, играет формами, прямо идет вот это изыдие. Или оно там тлеет как-то, еле-еле душа в теле, что называется. По вот этой степени прогорания и наглядно, очевидно и видно некое такое распределение и включение. И чем сильнее ты в себе пламя жизненное раскрываешь, тем вот это полноценней, тем вот это изыдие насыщенней, глубже, масштабней. Вот. И, соответственно, сгорание полней происходит. А сгорание полней это что? Растворение больше. А растворение больше это что? Свобода. Это освобождение. Вот в этом абсолютном ничто предстать перед этим абсолютом, Богом, абсолютным ничто, раствориться в нем и объемлемое вот это вот состояние благодатное, содержащее в себе потом множество возможностей сгущения в разные формы и сочетания. Чем более ты растворен, тем больше возможностей сгуститься в разные дальнейшие формы. Так что вот оно, великолепие, гармония и благодать и красота. Так что я рад, что ты что-то уловила такое, нотки. Я рад, что в тебе проснулось вдохновение и начинает разгораться это пламя. И гореть уже не коптить, знаешь, копоть там черное такое, сажа какая-то, уже чистое пламя, когда дым такой беленький, белый, как облачко, когда пламя аж яркое такое, ясное, белое аж тоже пламя горит. И вот ты сама полыхаешь, играешь и в этом своем жизненном изыдии предстаешь перед абсолютным во всей своей красоте, во всем своем дивном растворении и великолепии. Это, конечно, прелесть, это гармония и благодать. А в прямом смысле, естественно, Земля – это чистилище, но мы все находимся в воздухе, в воздушном океане, в котором присутствует и кислород. Кислород – это халькоген, элемент 6-й группы, 16-й, по-моему, по счету, да, О2-32, 16-й элемент по счету, халькоген. А что такое халькоген? На последнем электронном на последнем уровне у него двухвалентный. На последнем уровне у него 2 свободных электрона. Он окислитель. Окисление это что такое? Реакция окислительно-восстановительная. Это горение. Так что мы все здесь отродясь горим. Это земное чистилище. И чем лучше мы прогорим, тем чище мы предстанем перед бесконечно вечным, как костер, который прогорел, развеялся дым, рассеялся дым, развеялся прах, и вот в этом растворении дивном присовокупился, преисполнился в этом абсолютном, в котором бесконечная возможность дальше воплощений, сгущений, во что угодно, как угодно. Нет ничего более богатого по своим возможностям, чем пустота. Слова Станислава Лема из его легендарного произведения «Солярис». Так что вот приблизительно как-то так тебе скажу, Мария. Я рад, что у тебя есть отклик, вдохновение, занимаешься с тобой, воля нарастает, триумф воли, то есть вот это вот такое нарастает сила изыдия, так сказать, пламя разжигается, полыхает уже сильнее и сильнее, сгорание все чище и чище, сияние все ярче и ярче. И ты предстаешь во всем своем явлении, уникальности, во всей своей красоте, в гармонии и благодати, в этом жизненном уникуме и исходе. Да пребудет с тобой великолепие, гармония и благодать при исполнении тебе в абсолютном, дорогая Мария. Спасибо тебе, что ты есть. Сергей, почему каждый с рождения убивает себя и обречен на мучение в итоге? Каждый начинает с употребления ядов в виде неполезной пищи и других ядовитых веществ.
Кто приговорил к такому существованию? Давай я тебе начну отвечать на такой вопрос. Так, ты вот говоришь, что каждый начинает с употребления ядов, неполезной пищи и так далее. Я тебе поставлю вопрос еще более интересный. Твой первый вздох. Вот ты родился, вылез, и вообще первый контакт. Ты куда попадаешь? В воздух, правильно? В воздушную среду. Первый твой вздох ни пищи, ни ядов и ничего. Первый твой вздох воздуха. Этой Земли, этой планеты Земля. Воздух. С кислородом насыщенный. И не только, но кислород, как бы в данном случае, определенное имеет положение. А кто такой кислород? Это окислитель. Ты рождаешься в аду. Мы все здесь горим в кислороде. С самого своего зарождения и так далее. Кислород – это халькоген. Посмотри, периодическая система Дмитрия Ивановича Менделеева. 6-й элемент, 6-я группа. 6-я группа, 32-й, по-моему. Мы все окисляемся, мы все горим. И наши легкие, когда наполняются этим живительным воздухом, испытывают на себе и окисление. Кислород разрушает нас постоянно, но он же и является для нас источником жизни, поскольку мы аэробные существа. Вот такое диво. То есть, с одной стороны, мы уже рождаемся в среде, которая нас убивает, а именно окисляет. Потому что воздух – это окислитель, а мы как материя, которую он легко, он даже металл окисляет, он много чего окисляет, очень активный элемент. Мы рождаемся в окислении, то есть по большому счету мы горим в этом мире. Вот мы даже наземные существа, да, вот. И первый нас вздох – это вздох с одной стороны жизни, с другой стороны вздох горения в этой жизни. Поэтому здесь можно и по-другому немножко. Эти уже яды, там, 5-е, 10-е, все, это уже кто на что как придумал, как на что, уже в какой среде уродился, там уже и выживаешь. Ну, выживешь, не выживешь, пшел нахер отсюда. А я говорю в общем даже. И не только мы, животные вот рождаются все. Первый вздох воздуха и вот первое появление в этом мире – это воздушный океан. А воздух – это окислитель. И мы горим с самого первого мгновения появления в этом мире. Но надо что-то еще тебе говорить о том, что это за мир, как это или что это. Это чистилище, Земля, по большому счету. И здесь все на тонком балансе, что понимаешь, на тонком балансе все преисполнено. И венчает, допустим, существование человечества кислород. А кислород – это окислитель. Вот тебе и так. А все остальное, почему, да как? Слушай, раньше ели натуральную пищу, например, 200 лет назад. Ели натуральную пищу, да, там барашки, коровки, свинки, курочки, уточки, кролики. Зато от болезней гибли. И черти чего еще. Я сам знаю, потому что в 1916 году умерла моя прапрабабушка, Павлида, Паша, мама моей прабабушки, в возрасте, по-моему, 45 или 46 лет. Каким таким образом? Косила траву, вернее, камыши в пойме реки, проколола ногу очень сильно, камыш, он прям как иглы такие. Столбняк подхватила, не было тогда вакцины, понимаешь, то есть и умерла. И умирали, значит, старший брат моей бабушки уже. Так было бы 4 ребенка в семье. Так только 3 у них там, вот бабушка моя по маминой линии и 2 ее сестры-близнецы, Валя, Валентина и Лидия. А был еще Иван, который в 5 лет умер, там то ли коклюш, то ли что-то такая хуйня какая-то. В общем, сейчас это лечится все, причем элементарно. А тогда это было все, заболел, до свидания. Вот, так что, понимаешь, говоря о том, что мы сейчас прям в куче ядов живем и всем, я никогда не забываю о том, когда ели натуральную пищу,
но не было того, что дает сейчас цивилизация. Вот у меня здесь 2 прививки от оспы, от столбняка, здесь еще что-то мне делали прививки. И я понимаю, что я к этим болезням просто уже не предрасположен. У меня уже иммунитет. Но этого 100 лет назад еще не было. И умирали люди. И свидетельство тому, вот моя прапрабабушка умерла от страшной болезни, столбняк. А сейчас вот у меня прививка от нее, которую мне сделали в 6 лет в садике. Так что остальное все относительно. А что касаемо, что мы рождаемся все в воздухе, и вдыхая кислород, мы вдыхаем то, что каждое мгновение, спим мы, бодрствуем или что, каждое мгновение нас разрушает, и на балансе этого разрушения и существования мы и пребываем, и благодарим кислород, что он есть. Вот здесь гораздо больше интересно, что это за мир. Мы горим здесь все. Мы все в аду. Мы горим в огне. В этом кислороде. Да, так что вот так тебе скажу.